Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок номер 3. Пряжа у меня полушерсть, 175 метров, 50 граммах. Более подробная информация под видео. Вы можете взять однотонную пряжу, можно взять секционного крошения. В конце урока мы с вами подробно рассмотрим наши мотивы. Это моя авторская разработочка, и мы в конце урока рассмотрим варианты этих мотивов. Начинаем выполнение нашего мотива с 4 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4. Я ввожу крючок в первую воздушную, соединительная. Мое колечко готово, и я приступаю к выполнению условного первого ряда. Почему условного? Потому что вязать мы с вами будем по спирали по изнаночной стороне. Я провязываю 2 воздушные. В дальнейшем они в работе у меня не участвуют. В колечко дальше провязываю 8 столбиков с одним накидом. И считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Мы с вами продолжаем нашу работу. Повторюсь, вяжем по спирали по изнаночной стороне, пропускаем воздушные, как с вами договаривались. И теперь над каждым столбиком мы будем провязывать по 2 столбика выпуклые. То есть вот смотрите, я провязываю первый выпуклый столбик. Все столбики у меня с накидом. И далее над этим же столбиком я провязываю второй выпуклый столбик с накидом. И здесь очень внимательно мы с вами первый столбик будем фиксировать маркером, чтобы не потерять условное начало нашего ряда. Вот таким образом. Аккуратненько. И далее мы с вами над каждым столбиком будем провязывать по 2 столбика с накидом, выпуклые или лицевые, такие столбики еще называют. Захватываем наш столбик и провязываем первый столбик с накидом и второй столбик с накидом, напоминаю, выпуклые. И далее продолжаем первый и второй. И у нас с вами получается так будет 8 раз. И мы с вами формируем таких вот условных 8 клиньев. И будет у нас идти расширение, которое будет хорошо видно. И повторюсь, работаем по изнаночной стороне. Я вместе с вами провязываю этот ряд. Напоминаю, над каждым столбиком я провязываю по 2 столбика с накидом. Столбики у меня выпуклые или лицевые. Здесь можно не считать, мы с вами просто вяжем до маркера. Потом себя проверьте. У нас должно быть 8 раз по 2 столбика. И я уберу маркер. Последний у нас с вами 8 раз. Первый столбик и второй. И условный ряд. Почему условный? Потому что вяжем по спирали, повторюсь. И условный ряд у нас с вами завершен. Далее мы продолжаем нашу работу. И вот уже хорошо наши клинышки будут видны. Смотрите, почему? Потому что над первым столбиком мы с вами провязываем 1 столбик, а над вторым столбиком мы провязываем 2 столбика. И у нас вот такие клинышки или сегментики, да, то есть вот их будет 8. И за счет этого будет идти расширение или увеличение нашего элемента.
над первым столбиком мы провязываем 1 и над вторым провязываем 2. И не забываем в начале, опять же, нашего условного ряда поставить маркер. Вот наш столбик, и мы вокруг него вот таким образом фиксируем маркер, чтобы уже далее мы вяжем с вами по спирали до нашего маркера. Давайте я еще раз выполню. 1 столбик и затем 2. Все очень просто. Будьте просто внимательны. Мы с вами довязали до нашего маркера и продолжаем нашу работу. Я маркер убираю. И у нас с вами продолжаются расширения. Вот хорошо виден наш принцип. В каждом сегментике у нас будет увеличиваться по одному столбику. Смотрите, я провязываю первый столбик. Далее провязываю еще один столбик ровно, да, то есть над каждым столбиком по одному. И далее над следующим столбиком я провязываю 2 столбика с общим основанием. Столбики у меня все лицевые. И не забываем условное начало нашего ряда фиксировать маркером. И далее мы с вами вяжем все точно так же. Первый столбик, далее второй, и над следующим столбиком провязываем 2. 1, 2. И я остановлюсь. Напоминаю, мы работаем по изнаночной стороне с вами. И давайте посмотрим, что у нас с вами получается по лицевой стороне. Вот видите, такая красота у нас с вами получается. Такой завиток. Можно уже остаток нити, вот смотрите, я ввожу крючок прямо в центр и перебросить на нашу изнаночную сторону. И вот наша лицевая сторона, видите. И мы так продолжаем работу. Так мы с вами вяжем до нашего маркера. Мы с вами довязали до маркера. Я разворачиваю. Вот у нас с вами что получается. И мы продолжаем нашу работу. Опять же, мы с вами используем тот же принцип. То есть принцип расширения в наших сегментиках. Провязываем первый столбик, второй, третий. И 2 столбика над следующим столбиком. Столбики у нас выпуклые с накидом. Провязали. И давайте фиксируем маркером наш первый столбик. Зафиксировали. И далее мы продолжаем нашу работу. Здесь главное понять принцип. И в принципе вы можете больше, меньше делать. Вот именно вот эту серединочку, да. 3 столбика и далее 2. И еще раз 3 столбика. 1, 2, 3 и 2. Принцип понятен, и в общем-то ничего сложного. Так вы вяжете до нашего маркера. Мы с вами довязали до маркера, как и договаривались, и я убираю маркер. Далее очень внимательно я завершаю выполнение нашего центрального элемента. Вот видите, это лицевая сторона. И напоминаю, мы по изнаночной стороне работаем. Я провязываю выпуклый столбик, точнее выпуклый полустолбик.
И далее провязываю выпуклый столбик без накида. И останавливаюсь, разворачиваю работу и еще раз показываю, что у нас получилось по лицевой стороне. Поскольку это фриформ, вы можете поэкспериментировать, сделать эту часть больше или меньше. Все зависит от вашего опыта. И вот видите, хорошо видны наши сегменты. Их 8. Видите? Вот прямо по бороздочкам этим хорошо видны сегменты. То есть там, где у нас идет с вами расширение. И, дорогие друзья, прежде чем продолжить, мы с вами посмотрим на наш уже готовый мотив. Он из пряжи секционного крошения. Видите, как интересно, ярко и красиво смотрится. Мы с вами будем выполнять вот эти, давайте назовем их лепесточками. Да? Смотрите, у нас вот первый вот этот лепесток или сегмент, да, тоже, он у нас с вами не повторяется. А далее вот эти все лепестки вы можете повторять и при этом можете по-разному их размещать. Мы с вами рассмотрим принцип выполнения вот этого лепесточка и вот этого. А дальше вы будете уже их чередовать, как вам понравится. Повторюсь, это фриформ, это творчество. Вы можете чередовать, как вам понравится, и количество их выполнить также столько, сколько вам понравится. Мы продолжаем работу. И очень внимательно я провязываю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Работу разворачиваю. Далее выполняю 2 накида на крючок. И смотрите, буду выполнять, в данном случае это у нас будут вогнутые столбики. То есть вот мой полустолбик, видите, мы его с вами выполняли вместе. Я захватываюсь вокруг него и буду выполнять очень внимательно патентный столбик с 2 накидами вогнутый. То есть патентный столбик — это столбик на воздушной петле. Я выполняю воздушную петлю и провязываю столбик с 2 накидами. Провязали. Далее над этим же столбиком я выполняю точно такой же столбик, то есть точнее над полустолбиком. Ввожу крючок вокруг него и выполняю еще точно такой же столбик. Воздушная и столбик с 2 накидами. Мы с вами провязали 2 патентных столбика с 2 накидами вогнутые. Далее 2 накида на крючок, и над следующим столбиком я провязываю 1 точно такой же столбик патентный. Провязали. Далее очень внимательно 2 накида, и теперь над следующим столбиком мы будем провязывать 2 вогнутых столбика просто с 2 накидами, не патентные. Первый, 2 накида, и над этим же столбиком я провяжу еще 1 точно такой же. Провязали. Вот наша изнаночка. Далее над следующим столбиком мы провязываем 1 столбик с 2 накидами вогнутый. Провязали. Далее очень внимательно мы с вами выполняем накид на крючок, ввожу крючок, захватываю следующий вокруг, да, следующего столбика и буду выполнять патентный столбик с накидом. Теперь воздушная, и провязываем 1 накид, и точно такой же столбик выполняю над этим же столбиком. Не спешите, и все аккуратненько у вас получится. Воздушная и еще 1 столбик, накид, и далее над следующим столбиком мы выполняем 1 патентный столбик с накидом. Далее мы так вот с вами все поправим. И
Продолжаем нашу работу. Накид. Над следующим столбиком мы выполняем 2 столбика с накидом. Первый. И над следующим, ой, прошу прощения, над этим выполняем еще один, то есть 2 вогнутых столбика с накидом. Над следующим выполняем 1 вогнутый столбик с накидом. Далее над следующим 1 полустолбик. И над следующим 1 столбик без накида. Повторюсь, этот лепесточек у нас с вами не повторяется. Далее мы выполняем воздушную, работу разворачиваем и пропускаем воздушную, захватываемся за дальнюю полупетлю, обратите внимание, и будем провязывать столбики без накида. Всего у меня должно получиться 15 столбиков без накида. Первый готов. Далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14 и очень внимательно 15 столбик. Смотрите, я ввожу крючок. Давайте вот таким образом. Вот моя петля, я захватываю за 2 нити и в воздушную петлю я ввожу крючок и выполняю 15 столбик без накида. Провязали. Далее воздушная, очень внимательно работу разворачиваю и буду провязывать за дальние полупетли. Обратите внимание, я пропускаю воздушное, то есть вот эту всю цепочку я уже не трогаю, а именно буду захватываться за полупетли своих столбиков, которые мы провязывали с вами. Очень внимательно здесь будьте. Работу развернули, и теперь я провязываю 5 соединительных. И в дальнейшем этот принцип будет повторяться. 1 за полупетлю, 2, 3, 4, 5. И пока останавливаемся и смотрим, что у нас получилось. Вот видите, вот такой лепесточек. И далее мы с вами будем выполнять лепесток, принцип которого будет уже повторяться в дальнейшем. И мы с вами продолжаем нашу работу. И очень внимательно. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее я выполняю 2 накида на крючок. Работаем за дальние или свободные полупетли. Я ввожу крючок за полупетелечку и провязываю 2 патентных столбика с 2 накидами. Провязываю воздушную и далее провязываю столбик с 2 накидами. Первый, и сюда же провязываю точно такой же второй. Воздушная и столбик с 2 накидами. Далее 2 накида и в следующую полупетлю провязываю 1 патентный столбик с 2 накидами. 2 накида, в следующую полупетельку я провязываю 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй. Далее 2 накида, в следующую полупетлю я провязываю столбик, 1 столбик с 2 накидами. 2 накида, в следующую полупетлю патентный столбик. Ой, я прошу прощения, я выполняю 1 накид, конечно же, и патентный столбик с 1 накидом. Накид и далее
еще один точно такой же столбик, накид, в следующую полупетелечку 1 патентный столбик с накидом, далее в следующую полупетлю я провязываю 2 столбика с накидом, первый и второй, накид, в следующую полупетлю я провязываю 1 столбик с накидом, и у нас с вами остается одна полупетелечка, не потеряйте ее, вот она. Мы провязываем полустолбик, и далее очень внимательно я ввожу крючок. Вот у меня, смотрите, мои столбики на моем круглом центральном мотиве, и я ввожу крючок и провязываю вогнутый столбик без накида вокруг, вот видите, следующего как бы, да, столбика не провязанного. Далее я, как и ранее, выполняю воздушную, работу разворачиваю и буду провязывать 15 столбиков без накида. Очень внимательно. Столбики, как и ранее, мы вяжем за дальние полупетли. Я пропускаю воздушную, ввожу крючок за дальнюю полупетелечку и считаю 1, 2, не спешите, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И как и ранее, последний 15 столбик я захватываю 2 нити петелечки и провязываю. Воздушная. Опять же, мы пропускаем наши вот воздушные. Здесь мы ничего не провязываем, а захватываемся за дальнюю полупетлю. Работу разворачиваем и выполняем первую соединительную. И всего, как и ранее, мы их провязываем 5. Считаем, это первая, вторая, третья, четвертая и пятая соединительная. И останавливаемся. Вот наш лепесточек. Повторюсь, этот лепесток у нас будет повторяться в той последовательности, в которой вы решите самостоятельно. И теперь выполним лепесточек с пышными обвитыми столбиками. Я выполняю опять же 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и патентный столбик с 2 накидами. За дальние полупетли провязываемся, воздушная и столбик с 2 накидами. Далее очень внимательно накид на крючок, и вокруг этого столбика я буду выполнять пышный столбик на 5 натяжек. Натяжка — это накид и вытянутая петля. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее придерживаем пальчиками, провязываем через все петли на крючке и обязательно воздушная, не забываем. И далее очень внимательно я выполняю теперь 2 накида на крючок, пропускаю одну вершинку и выполняю простой столбик с 2 накидами. И вокруг него буду выполнять точно такой же пышный столбик на 5 натяжек. Накид берем поудобнее и выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее провязываем через все петелечки и воздушная. И далее очень внимательно я выполняю накид,
пропускаю опять одну вершинку, точнее полупетлю, да, нашей вершинки. И в следующую провязываю патентный столбик с одним накидом, воздушная, и провязываю сам столбик. И точно такой же пышный столбик выполняю. Накид и считаем 1, 2, 3, 4, 5. Захватываем рабочую нить, провязываем и воздушная. Провязали. Далее у нас с вами накид. Мы пропускаем еще одну полупетлю, в следующую провязываем столбик с одним накидом. И опять же точно такой же пышный столбик выполняем. Накид и считаем 1, 2, 3, 4, 5. Придерживаем пальчиком, провязываем и провязываем. Выполнили. Далее очень внимательно накид, еще одну полупетлю пропускаем, и в следующую я выполняю полустолбик. И как и ранее мы с вами выполняем вогнутый столбик без накида. Вот таким образом. То есть точно так же, как и выполняли раньше. Давайте повторим выполнение. Провязали. Далее мы выполняем воздушную и будем провязывать столбики без накида за дальнюю полупетлю. Работу разворачиваем очень внимательно, точно так же, как и ранее. У нас должно получиться 15 столбиков без накида. Я пропускаю воздушную и считаем 1, то есть каждую петелечку провязываем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, очень внимательно, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 столбик, напоминаю, у нас с вами воздушную петелечку. Провязали. Воздушная, работу разворачиваем. Опять же захватываемся за полупетлю свободную и провязываем соединительную. И далее провязываем всего 5 соединительных. Первая готова. Далее вторая, третья, четвертая и пятая соединительная. И мы останавливаемся. И вот смотрите, наши такие вот лепесточки получились с разновысоких столбиков и с вот таких обвитых вокруг столбиков пышных столбиков. Вы можете самостоятельно чередовать эти лепесточки и выполнить то количество, которое вам понравится. Напоминаю, у меня вот выполнено, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый лепесток я не считаю, он не повторяется. И вот в последовательности разновысокие столбики, потом из пышных, разновысокие, пышные и 2 из разновысоких. Опять же, вы экспериментируете и выполняете их, как вам захочется. Все в ваших руках. Мы с вами выполнили все наши сегментики. Я выполнила вот таким образом. Видите, в образце у меня немножечко по-другому. Предлагаю вам поэкспериментировать. Все в ваших руках.
а мы с вами продолжим. И после того, как мы с вами выполнили все наши сегментики, я повторюсь, у вас может быть их любое количество, может быть 3, 4, 5, и они могут быть разные. В последнем сегменте мы с вами будем выполнять 14 соединительных. Смотрите, после того, как мы выполнили воздушную, я работу разворачиваю и начинаю выполнение соединительных. Первая и считаем. Вторая, не спешите, аккуратненько, не затягивайте соединительные. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая. И не пропустите, вот последняя наша полупетелечка, 14 соединительная. Выполнили. Далее мы с вами провязываем 3 вогнутых столбика без накида. Очень внимательно смотрите. Вокруг первого столбика провязываем вогнутый столбик без накида. Далее второй столбик без накида вогнутый и третий. Провязали. Далее вяжем 2 воздушные, работу разворачиваем. И теперь смотрите, вот после нашего вогнутого столбика можно вот таким образом отсчитать 1, 2, 3. И потом мы отсчитываем 1, 2, 3. И в четвертую вершинку я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Провязали. Работу разворачиваем. И теперь смотрите, вокруг воздушных я буду выполнять пышный столбик. Накид. Пышный столбик я выполняю на 5 натяжечек. То есть накид и вытянутая петля. И так выполняю 5 раз. Первый раз готов. Далее 2, 3, 4, 5. Выполнили. Придерживаю пальчиком, протягиваю через все петли на крючке и обязательно воздушная. Провязали. Далее накид. И теперь смотрите, я буду пропускать один столбик и вокруг следующего буду провязывать. Теперь уже буду провязывать столбики с накидом. И вокруг этого столбика буду провязывать точно такой же пышный столбик. Давайте выполним накид. 1, 2, 3, 4, 5. Придерживаем, провязываем, воздушная. И таких столбиков с пышными столбиками обвитыми у нас должно быть 8. Первый готов. Далее пропускаем вокруг следующего второй, накид, 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, провязали. И так вы вяжете самостоятельно, пока у нас не будет, повторюсь, 8 таких приемов. Мы с вами выполнили 8 раз наши приемы. Напоминаю, вокруг столбика с накида мы выполняли пышный столбик. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Далее продолжаем нашу работу. И теперь мы выполняем вогнутый полустолбик.
Точно так же пропускаем один столбик вокруг следующего, вводим крючок, захватываем и теперь провязываем полустолбик. И точно так же выполняем вокруг него пышный столбик на 5 натяжек. Все точно так же считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее придерживаем, провязываем и воздушная. Далее мы с вами пропускаем опять же один столбик и провязываем вогнутый столбик без накида. Первый и вводим крючок вокруг следующего столбика и провязываем второй столбик. Вот таким образом. Далее мы вяжем воздушную работу, разворачиваем. И теперь будем вязать за дальнюю полупетлю столбики без накида. Смотрите, я пропускаю воздушную, ввожу крючок за дальнюю полупетелечку и в каждую петлю или столбик я буду провязывать столбик без накида. Смотрите, где-то это будет петля воздушная, где-то это будет вершинка столбика. Мы с вами захватываемся все равно за дальнюю полупетелечку и провязываем столбик без накида. Не спешите, аккуратненько, чтобы просто не пропустить наши петелечки. И вот таким образом мы с вами провязываем до конца наших вот этих приемов. Вот таким образом, аккуратненько. И так вяжем по контуру до конца наших приемов. Мы с вами провязали столбики без накида за дальние полупетли, как и договаривались. И обращаю ваше внимание, что мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. И продолжаем нашу работу. Смотрите, я ввожу крючок вот под столбик без накида. Провязываю столбик без накида. Далее провязываю арочку из 3 и работу разворачиваю. И теперь я пропускаю одну полупетлю и в следующую полупетлю ввожу крючок и буду провязывать столбик без накида. Далее опять арочка из 3, пропускаю одну полупетлю, захватываю следующую полупетлю, столбик без накида. Опять 3 воздушные, пропускаем полупетелечку и в следующую столбик без накида. И так опять же мы с вами вяжем до конца наших вот этих приемов. Завершу выполнение я вместе с вами. Мы с вами провязали наши арочки. У меня получилось, смотрите, 14 арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И как мы договаривались, я завершаю ряд вместе с вами, выполняю 15 арочку. Очень внимательно я провязываю воздушную и далее буду провязывать столбик с накидом. Смотрите, я разворачиваю работу и вот мой столбик, помните, вогнутый без накида, он был последний провязан в предыдущем ряду. Я ввожу крючок и захватываю вот таким образом. Просто за этот столбик захватываюсь. И провязываю столбик с накидом. И у меня образовалась еще одна 15 арочка. И мне очень удобно переходить к выполнению следующего ряда. Вот видите, так по изнаночке у нас смотрится.
Я выполняю 3 воздушные, работу разворачиваю и под арочку провязываю столбик без накида. И выполняю еще один ряд арочек из 3 воздушных. 3 воздушные и под арочку столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда арочек. Здесь все просто. Последняя арочка у нас с вами из 3 воздушных. Я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И работу разворачиваю. Мы с вами находились на изнаночной стороне нашей работы. Я работу разворачиваю, и мы с вами находимся на лицевой стороне нашего мотива. И теперь очень внимательно мы с вами выполним ряд навязочек. Я не устану повторять, что на каждом этапе работы вы можете остановиться, и у вас получится интересный и красивый мотив. Давайте я остановлюсь, мы с вами посмотрим, что у нас уже получилось. Вот такая красота у нас получилась. Видите? Хорошо виден объем. И мы продолжаем. И начинаем выполнение наших навязочек с 2 столбиков без накида. Смотрите, я выполняю под арочку 2 столбика без накида. Первый и второй. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Смотрите, я пропускаю вот столбик без накида. И вот у меня арочка в предыдущем ряду. И я вот как бы за столбиком под арочку ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Далее работу разворачиваю и под арку готовую провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее работу разворачиваю опять, и вот арочка, под которую мы только что провязали 2 столбика без накида. Я ввожу крючок и провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали. И вот такая у нас с вами навязочка получилась. Далее под следующую арку 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные. И смотрите, вот столбик в предыдущем ряду и вот арочка. Вводим крючок, столбик без накида. Работу разворачиваем. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. И 1, 2 и 3. И вот наша вторая навязочка готова. Видите, вот так интересно и необычно получается. И в то же время достаточно просто. И давайте еще раз выполним. Первый столбик, второй, 1, 2, 3 воздушные, столбик наш и вот наша арочка. Столбик без накида. Работу разворачиваем. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Опять развернули и под арку 3 столбика. 1, 2, 3. Провязали. Далее под следующую арочку 2 столбика. И так мы с вами выполняем наши навязки по всему нашему контуру, да, по всем нашим арочкам.
И завершу выполнение я вместе с вами. Мы с вами выполнили наши навязочки, и давайте вместе завершим наш ряд. После того, как я связала 3 столбика без накида, очень внимательно, я ввожу крючок под следующую арочку, она у нас с вами последняя, и выполняю 2 столбика без накида, точно так же, как мы выполняли с вами ранее. Далее арочка из 3, 1, 2, 3. И теперь смотрите, я ввожу крючок вокруг вот нашего столбика и выполняю столбик без накида. Провязали. Далее я работу разворачиваю. Точно так же над арочкой провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее опять разворачиваем нашу работу. Под арочкой провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И далее очень внимательно смотрите, я ввожу крючок вокруг столбика, вот с накидом, да, вокруг которого мы только что выполняли с вами столбик без накида. И за столбиком нашим без накида я выполняю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали. И вот такая последняя навязочка у нас с вами получилась, видите. И наш с вами ряд с навязками завершен. Мы с вами завершаем выполнение нашего мотива. И вот смотрите, у нас с вами по изнаночной стороне мы захватываемся буквально за любую петлю. Вот смотрите, я просто в полотно ввожу крючок, захватываю, провязываю соединительную, далее воздушную ниточку обрезаю и хорошо подтягиваю. Все, мой мотив завершен. Я аккуратненько вдоль полотна убираю остаток нити, и мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такие потрясающие мотивы в технике фриформ. Но использовать их можно как в фриформе, так и в ирландском кружеве. Можно использовать просто для декора, можно использовать для создания украшений. И давайте поближе посмотрим каждый мотив. Смотрите, мы с вами вязали из пряжи однотонной. И я не устану повторять, что на каждом этапе работы вы можете остановиться, поэкспериментировать, что-то добавить, что-то убрать. Самое главное, чтобы ваше полотно было ровное, аккуратное, не, ну, скажем так, не фалдило, да, и не сжималось. То есть было, вот как видите, по изнаночной стороне, видите, оно аккуратненько и ровно и красиво ложится. Фриформ — это всегда эксперимент, это использование безграничных возможностей крючка и человеческой фантазии. Я очень люблю создавать что-то в этой технике. Видите, очень получается всегда нестандартно, интересно и очень красиво. И в зависимости от того, какой цвет пряжи вы возьмете вы ли однотонную пряжу или секционного крошения, у вас будут получаться совершенно разные такие интересные мотивы. Вот видите, мы с вами такой же, да, почти выполнили. Единственное, мы с вами, вот я покажу, немножко расположили наши сегментики по-другому. И давайте посмотрим. Вот я выполнила частично наши обвитые столбики вокруг столбика с накидом. И
сеточку выполнила и больше ничего не стала выполнять. Тут опять же экспериментируйте. Я думаю, результат вас приятно удивит. И в полотне вы будете уже располагать, как захотите. Опять же, как вы расположите, тоже будет очень интересно и непредсказуемо смотреться ваше изделие. Видите? Такая красота. И еще хочу обратить ваше внимание. Смотрите, вот мы с вами выполнили наши навязочки. И вы можете вот таким образом взять их и, ну, скажем так, вот поправить именно вот так. То есть они как бы раскроют больше вашу сеточку. И у вас тогда больше будет ажура. Видите? Здесь уже опять же вот так я немножечко выполняю. Видите, да? То есть хорошо будет сеточка видна. Экспериментируйте. Создавайте что-то свое, интересное, уникальное, красивое. Обязательно пишите в комментариях, что получилось у вас. До новых встреч, творческих вам успехов и пока-пока.